Привет, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки, легендарная пани Валевская. Изысканный польский пляцок и одновременно простой в исполнении. Классика, которая не надоедает годами. Тонкий песочный корж, вкусный крем, хрустящий слой из безе с орешками и кислинка от джема. Идеальное сочетание. Готовится очень просто. В описании под видео указано количество ингредиентов. Готовим песочное тесто. В миску я просеиваю муку вместе с разрыхлителем. Сразу все количество. Сюда добавляю соль, перемешиваю и выкладываю мягкое сливочное масло. Все перетираю в крошку руками, можно также сделать это при помощи комбайна. Затем всыпаю сюда сахар и ванильный сахар и снова перемешиваю. Выкладываю сюда желтки. Заранее я их отделила от белков. И сметану, обычную магазинную. Перемешиваю сначала ложкой, а затем руками быстро собираю тесто в один комок. Долго ни в коем случае не вымешиваем. Тесто получается очень мягкое, податливое, с ним легко и приятно работать. Я не буду его раскатывать и сразу же распределяю по форме руками, которую заранее застилаю пергаментом. Стараюсь так, чтобы толщина теста была примерно одинаковой по всей площади формы. И также формирую небольшой бортик. Для смазывания теста нам понадобится густой джем либо варенье. В оригинальном рецепте идет черная смородина либо красная. У меня не было, поэтому у меня сегодня густой джем из слив. Вы же используете любое варенье, либо джем, но желательно с кислинкой, и тогда будет вкусное сочетание сладкого и легкой кислинки. Распределяю тонким слоем, и далее нам понадобятся грецкие орехи, которые нужно заранее нарезать, но не совсем мелко. Оставшиеся белки я выливаю в чашу миксера и взбиваю со щепоткой соли до крепкой пены. А затем тонкой струйкой всыпаю сахар, добавляю ванильный сахар и уже взбиваю до устойчивых пиков. Вот такие должны быть белки, они не спадают с ложки, на них четко виден рисунок. Это говорит о том, что взбивать достаточно. Добавляю сюда кукурузный крахмал и в импульсном режиме на небольших оборотах замешиваю белковый слой. Стараюсь так, чтобы вот все на стенках у меня не оставалось и равномерно вмешалось. Далее я белки выкладываю сверху на джем и тоже распределяю примерно одинаковым слоем. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 160 градусов. Сверху белковый слой посыпаю грецкими орехами. Выпекаю корж в течение 40 либо 50 минут. Смотрите так, чтобы белки подсушились. Готовлю крем. Соединяю 2 яйца, сахар, перемешиваю венчиком. Добавляю сюда кукурузный крахмал. Снова перемешиваю, чтобы не было комочков. И вливаю молоко. Ставлю эту смесь на плиту и варю до загустения. Как только появились первые бульки, несколько секунд и снимаю с огня. Добавляю ванильный сахар, перемешиваю, накрываю пищевой пленкой в контакт и остужаю до комнатной температуры. Заранее нужно достать сливочное масло, которое мы потом будем взбивать вместе с заварной основой, чтобы они были одинаковой температуры. Корж испекся, я его оставляю пока остывать и взбиваю сливочное масло. Заварная основа у меня уже полностью остыла, я ее добавляю по 1 столовой ложке и взбиваю до объединения всех ингредиентов и до пышности. Готовый корж, который уже полностью остыл, я разделяю пополам, разрезаю острым ножом и собираю торт. Выкладываю первый корж, вверх, естественно, безе с орехами, покрываю полностью кремом, распределяю и накрываю вторым коржом. Очень легкий этот торт в исполнении, что даже не нужно выпекать несколько коржей, а вот так вот испекли одним коржом, разрезали, и очень быстро получается замечательный вкусный торт. Ставлю его в холодильник для стабилизации на несколько часов или на ночь, а затем уже можно разрезать и пробовать.
Торт получается действительно очень вкусный, тонкие песочные коржи, вкусный крем, кислинка от джема и, конечно, очень выигрывает это хрустящее безе с орешками. В общем-то, это та классика, которая не надоедает никогда. В моей семье он выпекается очень часто. Надеюсь, и вам понравится этот рецепт. Очень жду ваших отзывов в комментариях. Желаю вам мира и добра. Всем пока!